Добрый день, мои дорогие студенты. Меня зовут Наталья. Вы смотрите канал Practical Russian, где мы практикуем русский язык. Сегодня у нас урок для уровня Intermediate и выше. Сегодня я расскажу вам историю из своей жизни. И в этом видео мы будем изучать глаголы исследовать, обследовать, расследовать и другие. К видео будет аудио и PDF-файлы, ссылка под видео. Также я сделала для вас один файл, где все мои видео для уровня Intermediate. Вы можете читать каждую транскрипцию и учить новые интересные фразы. Это одна книга, ссылка будет в комментариях. Хорошо? Ссылка в комментариях под видео. Какую историю я хочу рассказать вам сегодня? Очень интересно. Поехали. Как я и сказала, сегодня будет история из моей жизни. Вообще-то это история о моей сестре. Эта история случилась с моей сестрой. У меня есть сестра, и раньше у нее была машина. Да-да, у нее была машина. И что же случилось? Она купила себе недорогую машину. На тот момент это была самая дешевая машина из новых машин. Она купила ее в салоне. Эта машина была новая, это был Hyundai белый. Но через какое-то время машину угнали. Моя сестра ездила на этой машине 3 месяца, может быть, и потом ее угнали. Как это случилось? Моя сестра была в гостях, она была в другом районе города Санкт-Петербурга, она припарковала машину у дома, и все. Это был обычный спальный район в городе Санкт-Петербурге. Она была в гостях, и когда она вышла из дома, она увидела, что машины нет. Машины не было у дома, и моя сестра позвонила в полицию. Когда вы изучаете иностранный язык, важно не только слушать, но и запоминать новые слова и фразы. И лучше использовать материал несколько раз. Что я хочу сказать? Сначала вы смотрите видео, потом вы читаете транскрипцию, вы ищете новые трудные слова и фразы, вы их запоминаете, и потом вы снова смотрите видео. Так у вас будет больше шансов запомнить и понять этот урок. Ссылка на транскрипцию будет под видео. И если вы хотите читать истории, у меня есть истории для уровня Intermediate. Эти истории об одном молодом человеке и его семье. Ссылка на книгу будет под видео. Хорошо? Продолжаем. Она позвонила в полицию, полиция приехала, и они сказали, что машину угнали, и начали расследование. Они открыли дело, и они начали расследовать, кто угнал машину. Сначала они попросили ее проследовать с ними в полицейский участок. Моя сестра проследовала с ними в полицейский участок, и там она ответила на несколько вопросов. Ее дело вел следователь, да, они назначили следователя, и этот следователь вел расследование. И сначала он спросил у моей сестры несколько вопросов. Он спросил, кто-то преследовал мою сестру или нет, были ли у нее враги или нет. И моя сестра ответила на эти вопросы. Ее никто не преследовал,
Она не знает, кто мог бы угнать машину. Она не знала, кто это. И чуть позже следователь объяснил ей, что Hyundai самая угоняемая машина. Эту машину часто используют в такси, эту машину легко разобрать на детали и продать, поэтому эту машину угоняют очень часто. Так и случилось. Машину моей сестры угнали. Это сделал кто-то. Следователь сказал, что они будут расследовать это дело, да и все. Если честно, в Санкт-Петербурге они редко находят такие машины, очень трудно найти преступников. Поэтому у моей сестры не было ожиданий, она не думала, что машину найдут, но через месяц или 2 месяца полиция нашла машину. Так, еще раз хочу повторить, что случилось. Моя сестра купила машину. Машина была новая, она была в гостях, и машину угнали. Она позвонила в полицию, полиция приехала и открыла дело. Они начали расследование. Они спросили у сестры, знает она, кто это может быть. Они спросили у нее, преследовал ли ее кто-то в тот день. Она ответила нет, она не знала, кто это. И все. Но через месяц или 2 полиция нашла машину. Почему это случилось? На самом деле это редкость, что такие машины находят. Моя сестра купила эту машину в кредит, и у нее была полная страховка. Значит, если кто-то угоняет машину, страховая компания должна вернуть моей сестре всю сумму. Страховая компания должна вернуть всю стоимость машины. И поэтому полиция в какой-то момент позвонила моей сестре и сказала, что они нашли ее машину. Следователь позвонил сестре и пригласил ее снова в полицейский участок. Даже нет, они приехали на место, где была машина, и там они обследовали машину внутри. Полиция обследовала машину, они снимали отпечатки пальцев, они спросили у сестры, ее ли это машина. Она подтвердила, она сказала, что да, это ее машина. И потом они искали этих людей, не знаю, в базе полиции, может быть. Это расследование вел следователь, да, один следователь. И потом они отслеживали этих преступников. Они узнали, что это несколько мужчин угнали машину, и они отслеживали этих людей, они следили за ними, чтобы получить доказательства. И в конце концов они получили доказательства, и они арестовали этих преступников. В конце концов, они арестовали этих людей. Потом было дело в суде. Моя сестра не ходила в суд, она уже рассказала все, что она знала. Они арестовали этих людей, и, возможно, эти люди получили какое-то наказание за то, что они угнали машину. Если честно, этих деталей я уже не знаю. Машина была как доказательство, и после конца этого дела в суде моя сестра получила обратно машину, но машина была грязная внутри, и моя сестра знала, что другие люди ездили на этой машине. Она уже не хотела ездить на этой машине. Когда она купила машину, машина была новая, но сейчас она уже была грязная, не новая и с плохой историей. Поэтому моя сестра решила продать эту машину, и она продала эту машину. Так и закончилась эта история.
У нее была машина совсем недолго. Она купила ее новой, это был белый Hyundai, и через полгода, может быть, она уже продала эту машину. Сейчас я хочу повторить глаголы из своей истории и хочу объяснить их. Номер один. Следовать, последовать. Когда вы идете по следу, когда вы идете, остается след. Конечно, когда вы идете по асфальту, там не остается след, но когда вы идете по земле, остается след от обуви. Следовать значит идти по следу. И у меня несколько примеров. Что за этим последует? Что за этим последует? Значит, что дальше? Что будет следующим? Следует хорошенько все обдумать. Следует хорошенько все обдумать. Следует значит нужно тоже. Это синонимы. Нужно все обдумать. Они следовали его примеру. Они следовали его примеру. Значит, они делали как он. Следует сделать акцент на этом. Следует сделать акцент на этом. Вам следует признать, что вы не правы. Вам следует признать, что вы не правы. Вам следовало бы обратить на это внимание. Вам следовало бы обратить на это внимание. Номер два. Исследовать. Исследовать значит, когда вы изучаете какую-то обширную тему. Вы исследуете что-то глобальное. Можно исследовать мир, можно исследовать процесс управления, можно исследовать какие-то причины чего-то, можно исследовать влияние чего-то на что-то. Исследовать значит изучать. То есть вы изучаете какую-то тему, вы ее исследуете, но более обширно. И мои примеры. Не так давно люди начали исследовать космос. Не так давно люди начали исследовать космос. Что вы исследуете сейчас? Что вы исследуете сейчас? Мы проводим исследования. Мы проводим исследования. Нам нужно исследовать причины этого. Нам нужно исследовать причины этого. Номер три. Обследовать. Обследовать значит, когда у вас какой-то объект, и вы его обследуете. Обследовать значит осматривать или обнаружить что-то. Например, можно сделать обследование организма. У вас что-то болит, и вы проходите обследование. Вы хотите понять причину, вы ищете причину. Врач обследует ребенка. Врач обследует ребенка. Они обследуют новые территории. Они обследуют новые территории. Значит, они их изучают, они их смотрят, они осматривают эти территории. Вы будете проходить обследование. Вы будете проходить обследование. Номер 4. Расследовать. Мы используем этот глагол, когда мы говорим об ограблении, когда мы говорим об убийстве. Значит, что-то плохое случилось и идет расследование. Полиция расследует дело. Мои примеры. Он расследует ограбление. Он расследует ограбление. Вы будете расследовать дело. Вы будете расследовать дело. Они ведут расследование. Они ведут расследование. Ты можешь провести свое расследование. Ты можешь провести свое расследование. Номер 5. Преследовать. Преследовать значит идти по следу за другим человеком. Вы преследуете. Вы можете преследовать свою цель, когда у вас есть направление, и вы идете, вы преследуете эту цель. Вы хотите догнать ее, или вы преследуете человека, что нельзя делать. Нельзя преследовать людей. Мои примеры. Ты меня преследуешь? Ты меня преследуешь? Зачем вы меня преследуете? Зачем вы меня преследуете?
Меня постоянно преследуют неудачи. Меня постоянно преследуют неудачи. Каждый преследует свои интересы. Каждый преследует свои интересы. Номер 6. Отслеживать, отследить. Мы используем этот глагол, когда уже есть какие-то данные, у вас есть результаты, и вы отслеживаете их, вы отслеживаете тенденции, вы отслеживаете какую-то динамику, вы отслеживаете, что уже происходит, но вы используете эти данные. Например, вы заказали что-то онлайн, и вы отслеживаете, где ваш заказ. Мои примеры. Они могут отслеживать прогресс каждого студента. Они могут отслеживать прогресс каждого студента. Мы отслеживаем эффективность данной компании. Мы отслеживаем эффективность данной компании. Они отследили, где он находится. Они отследили, где он находится. Вы можете отследить координаты. Вы можете отследить координаты. Теперь давайте посмотрим, как вы поняли эти глаголы. У меня для вас сегодня 4 вопроса. Вопрос номер 1. Вы следите за тем, что происходит в мире. Вы следите за тем, что происходит в мире. Вы следите за новостями. Вы следите за новостями. Вопрос номер 2. Как вы думаете, вы исследователь? Как вы думаете, вы исследователь? Вам нравится исследовать что-то новое? Вам нравится исследовать что-то новое? Вопрос номер 3. Вы когда-нибудь делали полное обследование организма? Вы когда-нибудь делали полное обследование организма? Вопрос номер 4. Вы отслеживаете свой заказ, когда вы заказываете что-то онлайн? Вы отслеживаете свой заказ, когда вы заказываете что-то онлайн? Хорошая работа. Это трудная тема, эти глаголы достаточно трудные. Мы не так часто используем эти глаголы в жизни, но вы можете услышать эти глаголы. И важно знать эти глаголы, чтобы лучше понять урок. Внизу есть транскрипция. Также у меня есть файл, где все мои видео, все транскрипции моих видео для уровня Intermediate. Вы можете получить эту книгу. Ссылка внизу. И у меня есть короткие истории. Если вам интересно эту книгу с историями, тоже можно получить. Ссылка будет в комментариях. Смотрите больше видео, и классно, что вы продолжаете изучать русский язык. Увидимся здесь. Пока-пока.